Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала Семейный Handmade. Сегодня я покажу вам, как можно самостоятельно сделать засахаренные или обледенелые ягодки для декора. Нам понадобятся бусины разных цветов и размеров. Я использую пластиковые, самые дешевые, и стеклянный гранулят для набивки игрушек. В разных магазинах его стоимость колеблется от 160 до 200 рублей за 400 грамм. Это идеальная замена микробисера, как по качеству, так и по цене. Найти его можно в магазинах для творчества и шитья, например, в Леонардо, или в интернет-магазинах, например, на Озоне. Также нам понадобится проволока, круглогубцы и любой полимерный клей, например, дракон или мастер, или прозрачный лак для ногтей, и я использую именно лак, так как с ним работать быстрее и удобнее. Итак, нарезаем проволоку на отрезки желаемой длины, у меня примерно по 10 см. Каждый кусочек проволоки поджимаем с одного края круглогубцами, формируя петельку. И нанизываем на каждую проволоку по бусине. Петелька должна быть такой величины, чтобы бусина не слетала и крепко держалась. Теперь мелкие бусины окунаем в лак и обваливаем в стеклянном грануляте. Лишнее убираем и оставляем сохнуть. Кстати, для сушки лучше всего использовать кусочек пенопласта, в который аккуратно можно втыкать ягодки на проволоке. Большие бусины покрываем лаком кисточкой и дальше проделаем все то же самое, что и с маленькими. В результате у нас получаются замечательные засахаренные или обледенелые, кому как больше нравится, ягодки, которые идеально подойдут для декора новогодних и рождественских поделок. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Праздничного всем настроения и творческих идей! До скорой встречи! Пока-пока!